Доброе утро, красотки! У нас сегодня вторник, и мы начинаем новый влог. В общем, если честно, я об этом нигде не рассказывала, но на прошлой неделе, да и в целом, ну ладно, нет, это уже сегодня вторник, более-менее налаживается, но прошлая неделя была просто полным днищем, потому что она была очень тяжелая. Я, правда, во влоге это не снимала. Так получилось, что я влог снимала в начале недели, и потом уже, когда мы очень сильно заболели, я уже ничего не снимала, просто смонтировала, что есть, и выложила в воскресенье, как и положено. В общем, мы сначала болели, как сказать, ну, это типа ОРВИ сначала было, так типа насморк, там, не знаю, какое-то плохое самочувствие, но в целом просто... Вроде бы высокой температуры не было, вроде как мы чувствовали себя хорошо, но при этом как-то потихонечку перманентно болели, не знаю, как это сказать. Просто когда ты немножко устаешь, например, ты чувствуешь вот ощущение болезненности, вот. В общем, первая половина недели была такая, потом в конце недели мы с Сашей решили поехать в баню, забронировали себе баню, я договорилась с мамой, что она посидит с нашими мальчиками. И буквально за минут 20 до того, как мы начали выезжать в нашу прекрасную баню, у Саши прихватило спину, и все. И начался ад. Это были самые ужасные дни в моей жизни, потому что Саша лежал, он ничего не делал, а я только и делала, что делала, ухаживала за Сашей, ухаживала за детьми, за собакой, за домом, за собой. И, честно говоря, у меня было настроение просто ниже... Не знаю, ниже куда. Очень много всего навалилось сразу на меня, и оформление документов для ипотеки, и моя работа, и домашние дела. Я как-то ехала с целью, в Россию ехала с целью, что у меня будет больше времени на работу, и я наконец-то реализую все свои рабочие цели, а получилось наоборот. Получилось так, что я просто сейчас как... Знаете, как поднимаюсь на вершину Эвереста, выскарбливаю себе это время на работу и работаю там по вечерам, когда Даниэль засыпает. Ну, то есть в сон Даниэля, если мы не едем к врачу, но чаще всего мы ехали к врачу. Это в сон Даниэля я работаю. И после того, как я кладу его спать, там в 9 часов вечера, примерно до 11 я сидела, все время работала, чтобы хоть как-то не отставать от своего рабочего графика и хотя бы делать минимум, который от меня зависит. Но... минимум этого мало, мне нужно больше. Вот, в общем, на этой неделе сегодня у нас вторник. Кто это такой пришел? Мое солнышко пришло. Ты зубки хочешь почистить? Пойдем почистим зубки. У нас сегодня вторник. Саша уехал по делам, а я сегодня хочу прибраться, потому что тоже бардак у нас за эти дни наступил. И я хочу... В общем, просто сделать почище, чтобы, знаете, когда вот хочется немножко очиститься, хочется сделать что-то такое свежее, новое, это значит, сначала надо разобраться в помещении, в котором ты живешь, да, потом в голове расставить планирование задач на неделю, на ближайшее время. Что, она игрушку у тебя стырила? И уже жить дальше свою прекрасную жизнь. Погнали. Шелби, ну как тебе не стыдно, а? Отдай игрушку Дане. Отдай игрушку. Отдай. Ой, смотри какая. Держи, малыш. Держи. Шелби, не забирай больше игрушку. Короче, как видите, у нас Сашин кабинет вообще никак не продвинулся в делах. Вот. Но я зато убралась вот здесь. Давай игрушечку. Что там, глазки у нее? Я убралась у нас в гардеробной немножко. Я выкинула все коробки от техники, которую мы покупали. Тут стоит все машинное. Ну вот сушка пока стоит. И я еще жду робот-пылесос, когда он приедет и уберется. Опять она у тебя отняла. Опять отняла. Селби. И вот они коробки. Надо их будет разобрать, потому что тут лежат всякие чеки, гарантии. Вот, надо будет их достать. И уже коробки все можно выкидывать. Они занимают вот много места. И вот тут вот тоже надо контейнеры отнести. Вот это вот. Все здесь тоже разобрать. Я здесь хочу, короче, сделать, не знаю, что-то поставить. В общем, сегодня решила, что...
Я только что привела в порядок единственное растение, которое у меня есть в доме. Я его купила на Авито. Что, родной? Что такое? С тобой надо снять? Давай. Вот так? Вот так? Я это растение купила на Авито за 2000 рублей. И когда Саша его вез, оно, видимо, подморозилось немножко. И... Во, ты такой тимазик у меня. Ты такой тимазик. В общем, подморозилось растение. И вот я сейчас его убрала все листочки. И вот что от него осталось. Не знаю, посмотрим сейчас. На Вайлдберрисе закажу грунт. Что? Иди ко мне сюда на диванчик. Сейчас на Вайлдберрисе закажу грунт и горшок. Иди ко мне. И пересажу его, потому что этот горшок очень странный. Он просто вообще разваливается. Вот. Я закажу его, пересажу. Ну, может быть, оживет. Не знаю, знаете, какое-то такое желание странное. С одной стороны, я очень люблю комнатные растения. И вообще моя мечта — это выращивать там всякие помидоры. Дома. Ну, тем более мы живем за городом. Конечно, грядки я сейчас не потяну. Но выращивать помидоры там... Что случилось? Запихнул себе глубоко щетку? Выращивать помидоры в горшках. Там какие-нибудь маленькие такие балконные черри. Это вообще прям моя мечта. Но, походу, она не осуществится даже в этом году. Потому что... Ну, как-то много у меня очень всяких желаний, целей, рабочих, в первую очередь, приоритетов. Что ты там делаешь? Не нравится тебе зубная паста? Фука. Аккуратно только прыгай на диване. Вот. Ну, короче, я думаю, что сейчас точно в моем календаре рассада с помидорами, ну, точно никаким образом не может появиться, к сожалению, как бы мне этого не хотелось. Но надо здраво размышлять, здраво мыслить. Тем более мы планируем в Аргентину еще слетать. Может быть, летом, может быть, осенью, не знаю. Вот. И кто будет за моими помидорами смотреть, да. Мне бы детей куда-нибудь сбагрить еще. Бабушкам, да? Да. Хочешь к бабушкам поехать? Да. Хочешь к бабушкам? Да. Нет? Да. Хочешь? Да. Нет? Да. Я, короче, наконец-то купила такую штуку для приборов. Вот. Очень мне она понравилась, что она раздвигается и может встать вообще в любой ящик, потому что у меня сейчас с приборами, конечно, просто жесть, где у меня лежат приборы, сейчас я вам покажу. Вот, и я хотела бы их, в общем, потихонечку я так занимаюсь домом, организовываю наше пространство, чтобы жить было комфортнее. Сейчас вам, в общем, переключу камеру, сейчас покажу, где у нас хранятся приборы. По идее, приборы должны храниться у нас вот здесь. Но здесь просто кошмар. Здесь все лежит. Все, что не нужно. А приборы у нас сейчас лежат вот здесь. И здесь тоже и приправы, и чай, и баранки. Семена чиа, соль. Что? Вот это Тимина тетрадочка, да? Тима рисует. Так что не знаю я сегодня, успею, не успею, или завтра. Надо ее как минимум хотя бы сначала помыть. И потом уже попробовать рассортировать. Мы в целом купили вот эту полку. Тут тоже очень много ящиков. Я специально ее взяла для того, чтобы хранить провода, какие-то штуки. Что у нас еще есть для хранения? Ну вот шкафы, еще пару шкафов. Комод наверху на втором этаже, который я сегодня показывала. Вот он тоже там для хранения, не знаю, каких-то вещей. Я пока не понимаю, сколько у нас вещей. И как нам их хранить, и где нам их хранить. То знаете, когда еще у вещи нет своего места, ты начинаешь, вот я начинаю вот эти вот все 6 ящиков вот так вот открывать и искать, что мне нужно. Потом я понимаю, что так, этого документа там нет, наверное, он на втором этаже. Я поднимаюсь на второй этаж, и он оказывается там, потому что у нас тут одни документы лежат, наверху вторые. С документами бы тоже не мешало разобраться. Сейчас у нас еще появились медицинские документы. Сашины, вот их тоже надо как-то рассортировать, плюс я еще начала собирать документы медицинские на то, чтобы вернуть налог. Думаю, это все знают, кто живет в России, для тех, кто смотрит меня из Аргентины на ютубе. В России за лечение, там, за обучение детей в целом можно вернуть
там, от 13, по-моему, и выше денег в зависимости от своей налоговой рабочей ставки. А поскольку ставка с этого года у нас уже стала прогрессирующей, то налогов мы будем платить много в этом году. И почему бы не вернуть? Вот я уже начала собирать эти чеки. Там нужно собирать чек, нужно собирать договор и нужно собрать лицензию этого медицинского центра. Вот, в общем, где мы были, я уже все это собрала. Это тоже нужно где-то хранить, и нужно подумать и придумать, как это все хранить. Скоро начнется еще Данина медицина, и моя медицина тоже должна начаться. Я хочу себе, не знаю, может быть, ближе к лету, посмотрим, купить ДМС, типа страховку, и тоже заняться своим здоровьем, посмотреть, что там у меня, пройти врачей, сдать анализы. В общем, как-то хочется этот год провести... Что, в туалет? На горшок? Нет? Хочется этот год провести максимально продуктивно. Ну, мы уже начали максимально продуктивно его проводить. А ты что такой чумазый снова? Ты в чем? Ты в чем такой белый, Дани? Это зубная паста. Ты не смыл зубную пасту? Пойдем смоем. Смотрите, Тима слепил. Она немножко уже подрастаяла. Да, вот здесь вот. Вот, тает, конечно, снег. Сейчас еще идет с дождем. Давайте я вас фотографирую. Что-то я давно не показывала свои ужины, что я готовлю. Я сегодня готовлю стейки тунца и батат. И еще у меня есть салат. Сейчас открою свой пустой холодильник. Кстати, он не такой уж и пустой. И я сделала вот такой вот салатик нам. А детишки будут доедать. Здесь гречка и тут фаршированные перчики. Сейчас разогреваются. Вот, а я ставлю аирфрайер. Вручную. И я поставлю на 20 минут. Все. Давай, Ней-Ней, поактивнее. Как мертвая лошадь. Ты че, как мертвая лошадь ползешь? Еще раз делай так, Данюш. Клади головку. Клади головку. Привет, красотки. Как я и обещала рассказать вам, что было вообще с нами на прошлой неделе. Я во влоге об этом не рассказывала, но рассказала в телеграм-канале. Кстати, обязательно подписывайтесь. Там у меня выходят посты вообще каждый день, иногда даже по 3 поста. Обычно я пишу какой-то дневник о том, как прошел мой день. И еще даю какие-то полезности, посты, ссылки на товары, которые покупаю. Вчера я, например, опубликовывала список всяких аромамасел и аромадиффузоров, которые я наконец-то купила себе, потому что свой я где-то потеряла, не знаю, наверное, оставила где-то на съемных квартирах, и купила себе такой же, так что теперь у меня дома очень вкусно пахнет. В общем, хотела я рассказать вам, что у нас было на прошлой неделе. На прошлой неделе, в конце недели, мы с Сашей собрались в баню. Наконец-то я забронировала нам баню. Мы очень мечтали сходить в баню в Аргентине. Мы там... Ну, нет в Аргентине нормальной бани, там, в общем, неважно. В общем, мы ждали этот день. Я договорилась с мамой заранее, отменила работу свою. И все, нам уже выходить. И Саша собирался погулять с нашей собакой, и вдруг наклонился, очень смешно, за пакетиками для какашек, потому что мы убираем за своей собакой. И у него прихватило спину, представляете? И все. И он не мог встать. И прошли наши 3 дня. Вот 3 дня было совсем плохо, когда он, очень тяжело ему было. И мне очень тяжело было, потому что на меня свалилось просто все. Начиная от детей, заканчивая собакой, потому что я вообще с собакой не гуляю, я ее не кормлю, я вообще никаким образом к ней, можно сказать, не отношусь. Все это на Саше. И тут мне приходилось все это делать самой.
готовить, есть, убирать. То есть я просыпалась, я готовила сначала завтрак детям, потом нам, потом все это убирала. Пока я это все убирала, развлекала Даниэля, ухаживала за Сашей, начинался обед заново. Потом после обеда начинался ужин. В перерывах между всем этим мы ездили по врачам. Ну, в общем, мы все сделали, МРТ, там сходили ко всем врачам, к остеопатам. Ну, теперь остается лечиться, менять образ жизни. Вот, кстати, по поводу образа жизни я что хотела сказать. Я честно и искренне была уверена в том, что у нас очень активный образ жизни, что мы правильно питаемся, что мы очень активно двигаемся, что мы вообще в целом отлично здоровые люди, которые ведут здоровый образ жизни. Но оказалось все не так. Оказалось в том, что нам сказал врач, что вот эта вот обычная ходьба, типа пройти 10 тысяч шагов в день, она вообще никакой пользы практически организму не несет. И настоящая ходьба — это когда человек должен ходить быстро, так, чтобы у него появлялась отдышка. И вот когда у человека появляется отдышка во время ходьбы, вот тогда можно сказать, что он занимается спортом, то есть он занимается ходьбой, например. А как мы? Мы в день, когда жили в Аргентине, сейчас, конечно же, у нас в России снизился уровень активности, но когда мы жили в Аргентине, мы ходили по 15, по 20 тысяч шагов каждый день. Ну как мы ходили? Мы ходили в темпе Даниэля или в темпе просто обычного человека. И хоть и я считала, что мы действительно постоянно ходим, мы постоянно двигаемся, оказалось, что все проблемы у Саши со спиной, что случилось, это из-за образа жизни, из-за неактивного образа жизни. И врач прописал ему бассейн, ходьбу активную и спорт. Там дал комплекс упражнений, с которых нужно начать. Вот, я тут уже хоть и смотрела там всякие бассейны, фитнес-клубы, в которые я бы хотела ходить, а теперь, походу, я буду ходить не одна, а с Сашей, так что у меня теперь будет компания для фитнеса. Но для фитнеса нужно денежки, вот, и мы сейчас начнем, наверное, с бассейна просто, а фитнес купим чуть-чуть попозже, потому что, опять же, что я рассказывала в телеграм-канале, у нас сейчас финансовые, ну, не то чтобы сложности, финансовая нагрузка у нас сейчас сильная, потому что мы берем ипотеку. И я объясняла, почему у нас финансовая нагрузка сейчас в телеграм-канале, так что переходите, там есть история про ипотеку, про квартиру, которую мы берем в ипотеку, и про сколько нам нужно на первоначальный взнос, а он оказался намного больше, чем я себе планировала. Вот так. У нас сейчас уже вечер. Сейчас я вам покажу, как выглядит мой задний двор моего дома. Это просто жесть. Вот так. В общем, за сегодняшнюю ночь вообще все растаяло. Снег растаял. У меня нет снова одежды, чтобы носить. И нужно заняться этим, но у меня нет времени для того, чтобы этим заняться. Сегодня утром мы ездили... В общем, я не помню, как называется это заведение, но это типа пенсионный фонд, только теперь он называется как социальный фонд. Мы ездили сегодня в социальный фонд делать Даниэлю СНИЛС, потому что в МФЦ ему СНИЛС не стали делать, они отказались, потому что у него не российское свидетельство о рождении, и люди просто не хотят разбираться в этом. Поэтому мы взяли запись в этот социальный фонд, поехали сегодня, там нам попалась просто потрясающая женщина, которая нам помогла, которая сделала Дани СНИЛС и которая записала нас на следующую неделю для подачи на материнский капитал. Опять же, мы не можем подать на материнский капитал удаленно через госуслуги, потому что у Даниэль не рожденный в России. Он хоть и гражданин Российской Федерации, но из-за того, что у него свидетельство о рождении не российское, а у человека есть только одно свидетельство о рождении. То есть он может быть гражданином 5 стран, но свидетельство о рождении у него будет только одно. То, когда он родился, где он родился, той страны. Вот, так что мы сегодня съездили, все это сделали утром в 9 утра, и потом Саня отвез детишек к моей маме, а я наконец-то посидела, поработала в тишине. Потом на обед мы сделали вкусный сыр камамбер, покушали его с чипсами. Очень не полезно, но
очень редко. Иногда мы такое сейчас едим, опять же, да, из-за чуть-чуть поехавшего Сашиного здоровья мы сейчас очень пересмотрели свое питание и добавили больше овощей. Но об этом, я думаю, что я, может быть, расскажу чуть-чуть попозже. А сейчас уже мама пишет, что Даниэльчик начинает немножко капризничать, так что я допиваю свою горячую водичку, и мы сейчас поедем за мальчишками. Смотрите, что я сегодня готовлю. Я готовлю сегодня ленивый хачапури. В общем, это хачапури на основе творога. Все, погнали. У меня тут кофеечек делается. Это у нас обед сейчас. И я жду, пока доделается хачапури. Уже минуточка осталась. Привет, красотки! У нас сегодня 8 марта. Я, если честно, хотела сегодняшний день снять, но, короче, я напрочь все забыла. И только что вспомнила, что завтра выходит этот влог, а я даже с вами не попрощалась и в целом не сняла какую-то концовку. И его даже не смонтировала. Сейчас на время уже 9:30, так что я сейчас пойду в душ и спать. Естественно, спать. А я, смотрите, какую заказала сегодня соль для ванны себе. Это из лавки. Вот такие 2 пакетика. Это называется чай для ванны. В общем, опускаешь прям эти пакетики и отдыхаешь. Я сейчас это все протестирую. Это реально как чайный пакетик. Очень прикольно.